Ника, расскажи, как ты попала в Египет? Сначала я жила в Энергодаре до 6 лет примерно. Я жила чаще всего с бабушкой и дедушкой, ну, типа до 4 лет. Потом последние 2 года жила с мамой. А, Потом у моей мамы, ну, она познакомилась с девушкой, они там разобщались, и эта девушка рассказала ей о моем отчиме уже, который живет в Египте, то, что это ее знакомый. Потом они с ним пообщались где-то неделю или 2, может, месяц, я не знаю точно. Но они недолго общались, потом мама приехала к моему отчиму в Египет, и, ну, на 2 недели сама, чтобы узнать его получше. Когда она поняла, что он добрый, тут все отлично, тут хорошо живется, она уже взяла меня, потому что она очень беспокоилась за меня, поэтому не хотела сначала меня брать. Ну, он хороший, добрый, ну, он нас обеспечивает полностью. То есть мама только подрабатывает тортиками, ну, как подрабатывает, это просто типа его увлечение. То есть это не прям работа. Он дает нам деньги на, ну, типа, на карманные расходы, мы покупаем себе все, что хотим, то есть он очень добрый, он всегда выслушает, и, ну, вообще, мне он нравится очень. Уже 7-й год пошел. В мае 15-го у них была годовщина, вот 7 лет. Как ты проводишь время здесь? Мы вообще с друзьями здесь ходим по Алдау, это вот эта вот местность, по Мамше, по Мубараку второму, по Интеру иногда ходим. То есть это возле моего дома, Интерконтиненталь. Вот. Но мы здесь чаще именно сидим в каких-то... Ну, если мы пришли куда-то, мы там сидим чаще, ну, там можем 2-3 часа сидеть. То есть мы не особо любим прям ходить много, вот. Вот так. Мы особо по пляжам с родителями здесь не ходим и с друзьями, но мы планируем посетить пляж на Старом Шератоне. И также мы с родителями часто ездим по выходным на Сахал-Гашиш пляж. Это бесплатный пляж, ну, туда можно проезжать только если у тебя есть квартира или если ты приезжаешь к своему другу, у которого есть квартира. Ну, либо в отеле там поселиться можно. Вот так. Я сегодня вот с таким молодым человеком, очаровательным, видите, зовут его Дамир. Он родился в Украине, да, Дамир? В общем, все его детство прошло здесь, правильно понимаю? 8 лет. Да, 8 лет он живет в Египте. Не, может, это уже 9, простите. Что? 9 лет. Да, 9 лет он живет в Египте. Вот представляешь, сейчас очень много девочек и мальчиков из других стран, вот они смотрят Египет, да, и вот думают, как же вот тут можно жить. Вот, так что им расскажи подробно, хорошо? Хорошо, я скажу все, что вы зададите мне, я отвечу вам на этот вопрос. Вероника, скажи, пожалуйста, что тебе здесь не нравится, что напрягает? Мне здесь не нравится то, что здесь чаще всего египтяне именно с магазинов, продавцы, они очень приставучие такие, можно сказать, потому что у меня часто были случаи, когда мы, к примеру, с подругой шли по Мамше, вот тут вот напротив нас, и за нами увязывался какой-то египтянин с магазина, и он говорил там, хотите ли вы это купить, хотите ли вот то. Потом, когда он понял, что нам это неинтересно, он начал задавать вопросы по типу, сколько вам лет, сколько вы здесь живете, как дела, как вас зовут и так далее. То есть мы говорим, вот, мы не хотим с вами общаться, мы не хотим знакомиться. Даже говорили, что мы сейчас родителям позвоним, но они не отставали. Ну, чаще всего отстают только когда уже родители упоминают. Вот. Также мне не нравится то, что тут могут подумать, что человек турист и захотят обмануть на цену, потому что они думают, что это, ну, они не думают, это правда, так и есть, то, что это очень выгодно, но это очень нечестно. То, что, к примеру, вода стоит там 10 фунтов, они могут сказать 50, потому что увидят, что человек турист, и что он там не понимает арабский и общается на английском. Что тебе здесь не нравится? Как сказать, мне больше здесь не нравится, то, что если ты не притворишься, что ты, ну, типа, я один раз притворился, что я иностранец, я хотел там купить магазина, она там, допустим, ценник был 50 фунтов, на ценнике было 50 фунтов,
А он мне говорит в конце, короче, там, не знаю, 20 евро, всякое такое. Серьезно? Да, мне так говорят. Это один минус. Лучше притворяться, что ты египтянин. Нужно хоть какое-то слово нужно там выучить, и точно уже, Легче будет, да? да, и легче будет. Потому что есть люди, которые думают, то, что если оно так нарисовано, то это 50 евро, а он сделал вам скидку, типа 20 евро. Вот такие, они хитрые тоже. Но нет, есть добрые люди. Во всем же мире есть такие, которые хотят, типа, больше денег. В России же тоже есть, в Украине, там, не знаю, на рынках могут тебя обмануть. Ну да. Вот почему, да. Ну просто потому что здесь же очень много людей, очень много туристов, и они из этого больше зарабатывают. С кем тебе больше нравится общаться? С нашими ребятами или с египетскими? Больше с нашими, потому что египтян тут, адекватные египтяне тут встречаются редко, потому что, ну вот разница, к примеру, если наши хотят познакомиться, то сейчас прилетит, то они могут, ну, как дела там, давай познакомимся, если хочешь, и так далее. А именно египтяне, они прям не отстают, прям давай познакомимся, давай там выйдем гулять завтра же, вот после, ну, спустя день знакомства. И они прям слишком быстро хотят все узнать, слишком прям, ну, все у них быстро. То есть у нас намного расслабленнее, намного медленнее все происходит, поэтому мне более комфортно с нашими общаться. Мне намного комфортнее общаться с нашими, потому что язык тот. То есть если бы чуть пораньше, ну, там год или два назад ко мне бы подошел египтянин познакомиться, то я бы, может быть, познакомилась, потому что у меня был маленький круг общения. В какую школу ты ходила в Хургаде? Смотрите, в Мирздании это самая популярная школа в Египте. Я в ней училась, на тот момент, когда я в ней училась, то есть это было 1,5 года назад. Ну, там было человек 20 в классе, и есть А и Б класс. А вот такая школа, как «Наши традиции», в ней там 10 учеников в классе, ну, и в целом там в классах максимум 15 человек. И то прям в первых, прям в самых начальных. Ну, если честно, извините, Нелли Борисовна, если вы это смотрите, мне больше понравилось в «Наших традициях», но «Мир знаний» лучше у Кристины Юрьевны, потому что в «Наших традициях», ну, может быть, она кому-то и подходит, просто в «Наших традициях» там более расслабленная система, там, к примеру, хочешь учись, хочешь не учись, то есть там, если не сделал домашку, там могут, типа, меньше наказать, там могут и двойку не поставить, а в «Наших традициях», ой, господи, в «Мир знаний», если не сделал домашнее задание, там, ну, если 2-3 домашних задания не выполнил, то могут отчислить на, там, 3 недели примерно. То есть, на 2 недели. То есть, ну, есть люди, которым подходит наша традиция, просто я более ленивая, и поэтому мне «Мир знаний» больше подходит. Вот так. Там дисциплина намного прям жестче. Дамир, ты вот бываешь частенько в Украине периодически, Да. да? А вот что тебе нравится в Египте? Прям вот, что тебя тянет? Зачем ты скучаешь? В Хургаде, прям в Египте. Да. Мне больше всего, если честно, нравится, типа, в Египте это, как сказать, типа, тут есть места, как божественные, типа, острова, просто есть очень хорошие острова, можно, там очень хорошее море, там вообще очень хорошее море, очень много чего хорошего, типа, мне нравится. Природа, больше, да? Да, природа очень хорошая. Климат. Да, может быть, эта страна, типа, связана с пустыней, всякое такое, но все равно. Мне страна нравится, типа. Хоть это и не Бали, не что-то, но мне все равно нравится здесь лучше всего, мне кажется. Как проводит время молодежь в Хургаде? Я не хочу говорить за всех, потому что у всех разные занятия тут, но мы с моими друзьями чаще всего ходим, узнаем новых людей, ходим на какие-то новые места по заброшкам иногда. К примеру, у меня была подруга на районе, и мы каждый день практически ходили на одну и ту же заброшку, где-то в течение 7 месяцев. Просто она очень безопасно там выглядела, там вот так вот забор такой огражденный, такого-то прям территория чья-то, просто там никто не приходил туда. Ну вот. Также мы любим ходить по районам тут вот, ну вот по ближним, по Мамше, по Алдау, по Мубараку II и по Интеру. Вот. Ну вот, в принципе, вот с этим, это все, чем мы занимаемся.
Что бы ты хотела пожелать молодым людям, которые собираются переехать жить в Египет? Приготовиться к тому, что тут могут быть очень резкие египтяне, пытаться узнавать цены у честных людей, а потом уже покупать, идти там на рынке где-то и так далее. То есть из-за того, что тут просто люди чаще всего очень сильно обманывают, и в целом вот это все, что я могу пожелать, или как. Ну вот. У меня есть два хобби. Я вам расскажу только сейчас про первое, а потом уже расскажу второе. Мне кажется, просто первое будет интересней. Мое первое увлечение – это футбол. Я хожу в клуб Grand Club, и мне кажется, вам не помешает, если я вам расскажу, как я начала играть в футбол и почему я захотела играть в футбол. Мне кажется, я вам расскажу так. Еще с детства я наблюдал футбол, смотрел просто, и даже не играл. Я просто там была, допустим, черные против белых, я вот так думал, пока не знала команды. А вот сейчас, уже чуть подрос, понял, стал уже чуть больше увлекаться этим. И сейчас меня мама специально отвела, я даже сам захотела пойти в этот клуб, тренируюсь, все хорошо, я очень сильно рад, что я хожу туда. Я занимаю где-то приблизительно 3 года с половиной. Люблю плавать очень сильно много. Плавать люблю. Да? Молодец, тут у тебя классный бассейн. Да. Есть у тебя друзья? Да, есть. Больше всего я дружу. Сейчас меня как-то не волнует, кто из России, кто из Украины. Да. Просто меня не волнует. Я дружу больше всего с тех, кто разговаривает по-русскому, всякое такое. Ага. И не знаю, у меня более друзей и более кого я знаю, это как с России, с Украины, с Беларуси максимум. Ага. Я не знаю, я чуть-чуть прям дружу с египтянинами, но... На арабском говоришь, да? На арабском я хорошо говорю, конечно. Я не знаю, просто я как-то... С египтянами не хочется дружить, потому что у них, как скажем, шутки такие. Мне кажется, никому, не понравятся такие шутки, но лучше... это ваш выбор, хотите выбирайте, с кем хотите дружить. Это... Я уважаю, чей выбор, весь выбор. Но я больше всего, скажу честно, дружу с теми, кто разговаривает по-русскому, всякое такое, С ними хоть легче хоть можно понимать их, всякое такое. С ними интереснее. Ваши дети в Хургаде смогут посещать разные кружки и спортивные секции. Есть развлекательные центры в компаунде Элдау, в торговом центре Сензамол и в торговом центре Сити-центр Хургада. И, конечно, систематически плавание в море вместе с друзьями или семьей. Еще здесь есть интересные хобби для детей, съемки в фильме. Оплата же такая, как и для взрослых, но это прекрасный опыт для вашего ребенка. Пока! В школах тяжело учиться, нет? Нормально? Как сказать, для тех, кто еще приехали сюда и хотят сразу учиться, может быть, первый семестр будет очень сложно, а следующие уже семестры будут легкие. Легкие, Будет не легкие, не прям будет легкие. Просто будешь хорошо учиться, то уже все. Просто это будет как уровни какие-то, ты должен пройти, и должен потом все хорошо учиться и учиться. Угу. Вначале будет непонятно, потому что ты не будешь знать арабский, ты будешь понять, что они говорят, не знаешь что там же разговаривают чуть-чуть по-арабскому, и ты, может быть, что-то не поймешь. На скольких языках говоришь? Я разговариваю на 4 языках. На 4, да? Русский, английский, арабский и украинский. Молодец. И немецкий чуть-чуть. Ага. К тебе приезжают там родственники, бабушки, Конечно. да? Все, отлично. А в компаунде у тебя есть друзья? Конечно, я с ними гуляю. В компаунде, да? Да, прям в компаунде. Ага. Есть друзья, которые не в компаунде, есть друзья, которые в компаунде. Угу. Также мы это мороженое купили в соседнем кафе, но пошли есть сюда, потому что в том кафе очень жарко, и оно еще до конца не открылось. У меня тут в последнее время расширился круг общения благодаря одной девочке, Наде, спасибо. Сначала мы пошли с ней гулять, она меня пригласила погулять, а потом
потом уже я познакомилась с другими людьми и начала как бы, ну, общаться со всеми. Вот. Но раньше у меня здесь были отношения с людьми не очень. Сейчас они намного лучше наладились. Самый запоминающийся случай, я не могу прям вспомнить, прям, знаете, самый яркий такой запоминающий случай. Я могу вспомнить что-то вот из недавнего. К примеру, мы недавно с подругой ходили по Мамше, и мужчина, он сказал, типа, давайте зайдем в наш магазин там и так далее. Мы говорим, у нас нету денег, типа, ну, чтоб отстали они от нас. Он потом выходит и, ну, типа, дает нам на выбор и просто дарит нам чашку, ну, хендмейд такая, знаете, дорогая, фунтов 300-400 стоит. Он просто нам ее подарил и сказал, типа, приходите еще там, давайте вы меня научите языку за эту чашку, за этот подарок, получается. То есть здесь египтяне, они не все хотят прям только денег. Они некоторые очень отзывчивые, некоторые очень добрые. Вот. Да, они могут делать просто так добрые вещи без... Да. Просто, чтобы они могут делать очень, ну, хорошие вещи просто без платы. Как? Но ничего не ожидая взамен. Да, ничего не ожидая взамен. Ну, либо ожидая что-то взамен, знаете, что-то маленькое, типа, вот, как я сказала, научить языку там немножечко, либо просто приходить еще в магазин, если появится возможность. Вот. Какие у тебя любимые учителя здесь? Ну, раньше у меня не было вообще любимого учителя в Мирзнании, только одна учительница, благодаря которой я хорошо выучила биологию, но она была строгая. А в наших традициях у меня реально появились любимые учителя. Это Светлана Захаровна и Светлана Юрьевна. Привет вам, если вы смотрите это. Прям самые учителя, я вас очень люблю. Светлана Юрьевна прекрасно объясняет физику, математику и алгебру, и геометрию также. Еще теорию вероятности. Я могла, ну, немножко быть не на уровне, ну, типа, я могла немножко отставать по программе, но это исключительно из-за моей лени, потому что я, ну, типа, у меня самой по себе сложно с такими предметами, которые ведет мой любимый учитель. Просто мне очень нравится подача этого учителя. Также Светлана Захаровна ведет русский и литературу. Ну, и психологию раньше вела. Но русский и литературу я реально получше знаю, чем другие предметы. И мне также очень нравится ее подача, как и у Светланы Юрьевны. Поэтому они мои очень любимые. И я с ними могла общаться даже в нешкольное время. Там, если я к Светлане Захаровне, к примеру, приходила с мамой в гости, если мы просто на переменке стоим, то мы могли пообщаться. То есть это также меняет очень сильно отношение к учителю, если вы дружите на перемене, вне урока. В русских школах дети учатся только с России или из других стран тоже? В наших школах русскоязычных учатся дети, есть даже египтяне, есть русские, есть украинцы, есть белорусы некоторые, казахи даже. Я встречала казахов в Мирзнании, потому что это очень популярная школа. То есть здесь очень много людей, которые учатся по русскоязычной программе, потому что других школ нету, они переходят именно в русские, самые популярные. А маме помогаешь? Помогаю. Ну, по дому вот сегодня, до того, как я приехала, я убиралась дома, вот, потом приехала сюда. Рассказать, как я приехала? Я приехала сюда от Мубарака 6 до Каусера на велике. Правда, очень жарко. Я думаю, я больше не буду так делать. Потому что я прям, когда пришла к подруге домой, у меня прям все пульсировало. Я вся красная была. Это вообще, это ужас какой-то. Вот. Градуса? Да. 42 вроде. Ну вот скажи, потом я не слышно, скажи. Я сегодня смотрела, вроде вообще 33. Сегодня 42 градуса, очень жарко, солнце прям очень сильно печет. Идти прям вообще невозможно.
Сейчас мы доберемся до... Сейчас я доберусь до подруги, а потом мы пойдем к ней сразу домой и будем ждать, пока солнце сядет, потому что реально невозможно ходить так. Мы здесь всегда выходим только вечером, потому что днем невозможно гулять. Какие ты фрукты любишь? Тут мне больше нравится манго. Я люблю манго и какао. Я люблю манго и драгонфрут. Это драгонфрут. Драгонфрукт, да? Да. Манго у нас здесь получается с июля до зимы, да? Да, До но оно дека- очень вкусное, Да, сладкое. до декабря-января. Это сразу скажем детям, что как тут классно жить. Да. Что ты стесняешь? Давай кушай. Мягкая, да? Как мягкая? Жилет мягкий, да? А внутри? Да. Большая благодарность моим обаятельным героям Веронике и Дамиру за это прекрасное видео. Надеюсь, мы еще с ними увидимся. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!